Принцу Луи Кембриджскому не исполнилось еще и 3 месяцев, а у него уже прошел его первый официальный выход в свет в качестве члена монаршей семьи Великобритании. Крещение королевских малышей – это традиционно одно из важнейших мероприятий современных августейших особ, а уж для британских, тем более, ведь здесь королева является не только главой государства, но и верховным правителем церкви Англии. Читайте также, что нужно знать о крещении королевских наследников Великобритании. Бабушки и дедушки со стороны мамы. И со стороны папы принца Луи даже не представляем, сколько горожан взяли в понедельник выходной, чтобы занять пораньше место возле Сент-Джеймского дворца и полюбоваться прибывающими на крещение гостями и, разумеется, самим виновником торжества. Судя по выбору времени и места, герцог и герцогиня Кембриджские решили, что таинство для их 3-го наследника должно проходить в более приватной семейной обстановке. В конце концов, события проходят в начале рабочей недели, а сама королевская часовня располагается внутри дворца, куда туристам вход запрещен. Так что подданным, как и 5 лет назад, пришлось довольствоваться местами за пределами королевской резиденции. Однако, монаршая семья не стала лишать своих поклонников памятных фотокарточек с мероприятий и допустила во внутренний двор дворца нескольких фотографов. Само таинство Виндзора снимать строго запрещают, что, к слову, в корне отличает их от европейских соседей, которые с удовольствием приглашают в церковь репортеров и даже телевизионщиков. Поприветствовать Луи Кембриджского на его первом официальном мероприятии собрались как члены королевской семьи, так и семейства Миддлтонов. Младшая сестра герцогини, напомним, сейчас сама ожидает своего первенца. Увы, пропустить мероприятие пришлось королеве и герцогу Эдинбургскому, что весьма огорчительно. Минус ведь Луи крестит в годовщину их помолвки, которая состоялась ровно 71 год назад. Меган Маркл и принц Гарри Пипа Миддлтон и Люси Миддлтон здесь же, разумеется, и крестные родители малыша. Их имена мы узнали накануне: Николас ван Катцен, Гай Пеле, Гарри Обри Флетчер – это друзья принца Уильяма, а также леди Лора Мид, миссис Роберт Картер и миссис Люси Миддлтон. Юный наследник прибыл во дворец на руках у счастливой мамы, для которой крестины ее детей уже стали событием привычным, но все же до сих пор волнительным. Одеяние его высочества также весьма символично, ведь в точно таком же крестильном платье когда-то обратили в англиканство первенецу у королевы Виктории. Сейчас на Луи копия рубашки, которая была изготовлена в 2008 году, в ней же крестились и его сестра Шарлотта, и старший брат Джордж, будущий король Великобритании. Герцогиня Кембриджская вместе с принцем Луи в день его крестин, 9 июля 2018 года и, кстати, от Джорджа с Шарлоттой. По традиции, малыши герцогов кембриджских крадут шоу на каждом мероприятии,
на котором появляются. Похоже, так случилось и на этот раз. В конце месяца Джорджу исполнится уже 5, и, кажется, он как нельзя лучше ощущает всю ответственность того, что именно он – старший. Шарлотта же, как и всегда, чувствовала себя максимально непринужденно. Оба королевских наследника вели себя достойно событию и даже вежливо пожали руку архиепископу Кентерберийскому. После крещения родители и гости отправились на традиционный прием, который дала королева. В скором времени нас будут ожидать официальные портреты королевской семьи в полном составе и отдельно семьи кембриджских, а пока вспоминаем, как же проходило таинство обращения в англиканство у старших наследников герцогов, у принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Принц Джордж, крещение. 23 октября 2013 года, не станем говорить за всех, но преданные монархисты наверняка смогут называть этот день и посреди ночи, ведь именно 23 октября 2013 года был крещен первенец герцогов кембриджских принц Джордж, который однажды займет престол и так же, как и его предки, станет верховным правителем церкви Англии. Тем удивительней, возможно, тот факт, что Уильям и Кейт решили покрестить своего сына без всякой помпы, в среду, в промозглый дождливый день, да еще и в закрытой королевской часовне, находящейся внутри Сент-Джеймского дворца, куда обычным подданным не попасть. Впрочем, истинных поклонников королевской семьи это не остановило. Вооружившиеся дождевиками, зонтами и теплыми термосами, фанаты кембриджских выстроились за пределами резиденции, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на герцогов, Елизавету и Филиппа, семейство Миддлтонов и, конечно же, тех избранных, кому посчастливилось стать крестными родителями наследника короны. Сам же принц Джордж был в тот день поразительно спокоен. Удобно устроившись на руках у папы, нежно его убаюкивающего, его высочество лишь глядел на свою венценосную прабабушку и, кажется, с трудом боролся со сном. Из королевской часовни первенец герцогов кембриджских вышел уже верным англиканином, и на руках у своей мамы, едва сдерживающей счастливую улыбку. Впрочем, не улыбнуться при взгляде на Джорджа действительно было невозможно, уж слишком мило и умиротворенно выглядел младенец, с любопытством озирающийся по сторонам. А после крестины праздничного приема, данного по такому случаю королевой, монарша семья и семейство Миддлтонов сделали несколько официальных портретов с наследником. Один из них был особенно символичен. Фотография, на которой позировали Елизавета, Чарльз и Уильям с Джорджем на руках, в точности повторяла идею снимка, сделанного в далеком 1884 году, на котором были изображены легендарная королева Виктория и следующая тройка претендентов на престол, ее сын, внук и правнук. Принцесса Шарлотта, крещение, 5 июля 2015 года, даже выбор церкви, в которой герцог и герцогиня кембриджские решили покрестить свою дочь, символичен и очень трогателен. Именно здесь, в Сандригемской церкви Святой Марии Магдалины,
30 августа 1961 года прошла обряд покойная бабушка Шарлотты, принцесса Диана. Вероятно, Кэтрин и Уильям на этот раз решили не лишать своих фанатов праздника и все же сделали крестины принцессы Шарлотты максимально публичными, насколько это могло быть возможным, еще и выбрав для таинства выходной день – воскресенье. Разумеется, в саму церковь, где проходило таинство, войти было нельзя, зато местные жители и те, кто не представляет своей жизни без августейшей семьи, смогли занять места вдоль дороги по пути в нее. Все, ради нескольких минут, в которые примилая семья кембриджских вчетвером пройдет мимо. Круг почета прошел на ура, едва Кэтрин с коляской, Уильям и маленький Джордж вступили на тропу, раздался целый шквал аплодисментов. Принц Кембриджский, которому вот-вот должно было исполниться 2, явно вознамерился пройти весь путь до церкви самостоятельно, а потому очень старался резво и важно перебирать ножками, держа за руку отца. Разумеется, нельзя было не отметить еще один красивый по своему значению аспект – одежда принца. Красные шортики и белая рубашка с красным кантом не могли вызывать никаких ассоциаций, кроме как с маленьким Уильямом, который был одет точно так же, когда они с папой пришли за мамой и его младшим братом Гарри в крыло Линдов в 1984 году. Толпа приветствовала семью герцогов со всей радостью и обожанием. Впрочем, куда больше Джорджа заинтересовали сотрудники полиции, стоящие у входа и вдоль тропинки. Кто знает, быть может, именно тогда у него появились планы на будущую профессию. Читайте, кем будет принц Джордж, если не станет королем. А вот его родителям внимание подданных было куда приятнее. Счастливые, немного смущенные, Кэтрин и Уильям приветствовали собравшихся. Правда, у герцогини Кембриджской получалось не всегда, то и дело она опускала глаза на лежавшую в коляске дочь. Терпение ее высочества, однако, хватило ненадолго. Очень скоро шум ликующих подданных попросту растревожил малышку, которая начала громко плакать. Может, именно поэтому в будущем герцоги запланируют крестины своего следующего ребенка вновь в более приватной обстановке. Очевидно, что в конце пути утомился и юный Джордж, который то и дело висел на папе и недоумевающе глядел на людей. Впрочем, Кейт и Уильям, как примерные родители, то и дело прерывались от разговоров со взрослыми, чтобы приободрить сына и погладить его по голове. До обряда и после тем временем ее старший брат, казалось, все сильнее желал пойти домой. Пока его родные увлеченно общались с архиепископом и священнослужителями после службы, Джордж нетерпеливо перетаптывался с места на место, проверял на прочность колеса коляски и настойчиво интересовался чем-то у своей августейшей прабабушки.
Видимо, собравшись у церкви подданные осознали свою ошибку и на этот раз уже прощались с семьей герцогов чуть тише. Джордж же в определенный момент совсем отказался идти дальше, но очутившись на руках у папы и выслушав несколько слов от мамы, быстро взял себя в руки и даже предпринял несколько попыток помахать своим поклонникам. Читайте «Воспитание королей. Что можно и что нельзя Джорджу и Шарлотте Кембриджским». Но, к счастью, перед объективом официального фотографа Мария Тестина Джордж заметно повеселел, а вся семья Кембриджских подарила нам несколько великолепных и живых по своему настроению портретов, которые мы с улыбкой вспоминаем до сих пор. Фото: Getty Images, legionmedia.ru, EAST News.